Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Татьяна, и мы сегодня будем с вами учиться вязать вот такой берет. В диаметре он 27 сантиметров, резиночка 7, вот так в растянутом виде, может быть до 56 сантиметров в диаметре головы, ну а в среднем где-то 54-55. Если вам интересна эта работа, оставайтесь со мной, и успехов вам в вязании этой вещи. Ниточки кавказская пряжа полушерстяная в 2 сложения, скрученная, и спицы двоечка номер 2, вот примерно одной толщины. Набираем на спице 100 петелек. Это на размер объем головы примерно 55 сантиметров. Оставляем примерно около метра хвостик и набираем обычным способом 100 петель. Набрали 100 петель, одну спицу вытаскиваем, начинаем вязать резиночку. Первая кромочная, будем вязать резинку 2 на 2, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Так резиночка будет у нас более плотной, чем резинка 1 на 1. И так нужно до конца по 2 петелечки провязать. И желательно, чтобы у нас, если мы здесь начали 2 лицевые, то в конце должно быть 2 изнаночные. Но если даже получится 2 лицевые, то за счет кромочных, когда мы сошьем, в общем-то там будет промежуток такой, который будет выглядеть как изнаночные петли между рядами резинки. Вяжем так до конца. В конце у меня получилось 2 изнаночные петли, вот, а в начале было 2 лицевые и кромочная. Ну, в принципе, будет нормально. Это будет кромочная, уйдет, и останется как раз по 2 изнаночные между этими 2 лицевыми. Будет незаметно переход. Следующий ряд у нас по рисунку. Каждый ряд мы будем вязать по рисунку. Какие петли видим, такие и вяжем. Изнаночные изнаночными, лицевые лицевыми. Берем за те стенки, как удобно брать. Вяжем плотненько, чтобы резинка не рыхлая была, плотная сидела на голове. Нам нужно резинкой связать столько, сколько мы хотим иметь резинки на уровне лба. Ну, сантиметров 6-7. Я хочу связать широкую резинку. Ну, вы смотрите по желанию. Может, кто-то хочет узкую. Но сейчас вроде бы как модно широкую. Смотрится красиво. Сидит хорошо, удобно на голове, не спрыгивает. Резинка у меня провязана 7 сантиметров. Теперь переходим на рисунок
раппорт которого получается 5 петель. Поскольку у меня набрано было 100 петель, на 5 это хорошо делится, получается 20 раппортов по 5 и 2 кромочные. То есть, в общем, я не знала, каким рисунком я буду изначально вот вязать, поэтому сейчас мне придется сделать по одной кромочной дополнительно. Вот таким образом я добавлю. И будем вязать раппорт из 4 лицевых и 1 изнаночной. 1, 2, 3, 4 лицевых, 1 изнаночная. То есть у нас получится полосы рисунка по 4 лицевых и 1 изнаночная между ними. 1, 2, 3, 4, 5 изнаночная. 1, 2, 3, 4, 5 изнаночная. 1, 2, 3, 4, 1 изнаночная. И так весь все эти петли разобьем таким образом по 5 петель. Изнаночный ряд вяжем по рисунку. Кромочная, лицевая, 4 изнаночные, 1 лицевая, 4 изнаночные. Следующий ряд лицевой, и, значит, первая кромочная, и вот из этих 4 петель мы будем делать такие мини жгутики. То есть сейчас нужно провязать 2 петлю лицевой, я ее вот так оттягиваю, провязываю и, не снимая, провязать 1. Теперь нужно сделать то же самое, только в другую сторону. Сначала провязываем сзади лицевую и, не снимая, провязываем 1. То есть сначала заднюю, теперь переднюю. Вот таким образом. 1 изнаночная. Снова провязываем. Вот лучше оттягивать заднюю сторону, тогда будет более красиво петля ложиться. Так, теперь 1. И здесь наоборот, сначала заднюю, теперь переднюю. Вот так вот перекручиваются петли. И далее до конца нужно это проделать. Изнаночный ряд вяжем по рисунку без изменений. 4 изнаночные, 1 лицевая. Следующий снова лицевой ряд, 1 кромочная, и проделываем то же самое. Оттягиваем 2 петлю, провязываем, теперь 1. И здесь сначала 2 сзади, теперь 1. Вот так. Эти ряды у нас так и будут повторяться. В лицевом будем делать вот эту процедуру, а в изнаночном будем повторять все петли по рисунку. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. В этом изнаночном ряду мы сделаем добавку в изнаночных, вернее, здесь они как лицевые идут, по 1 петельке из протяжки. 1 кромочная, лицевая. Из этой протяжки мы сделаем
перекрутив ее, лицевую петлю. 1, 2, 3, 4. Без изменений изнаночные, лицевая, и из протяжки перекручиваем, делаем еще одну лицевую. 1, 2, 3, 4, лицевая и еще одну из протяжки. И таким образом этот ряд нужно сделать до конца. Лицевой ряд вяжем снова по рисунку жгутики. И 2 изнаночные. Изнаночный ряд провязали по рисунку, над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночными. То есть вот мы ввели в предыдущем изнаночном ряду дополнительную лицевую, и вот уже вот 3 ряда как бы над ней видно, что появилось. Сейчас лицевой также вяжем без изменения, а в следующем изнаночном ряду будем добавлять еще одну изнаночную петлю дополнительно между рядами полос. Следующий изнаночный ряд, и здесь мы снова будем добавлять одну изнаночную с той стороны она, да, а здесь она лицевая. 3 кромочная, 1, 2 лицевая, и из протяжки снова перекручиваем, делаем лицевую петельку. 4 изнаночные, как обычно. 2 провязали лицевые, и 3 добавляем из протяжки, перекрутив ее. Таким образом, добавляя петельки, мы расширяем немного берет, чтобы появился объем. Вот получается такой вид. Кстати, очень напоминает манишку. Вот, можете к этому же берету связать еще такой же половина берета и получить симпатичный комплект. Вот. То есть это у нас получается на голову одеваться будет. Вот, расширять, наверное, больше не будем. Еще провяжем, ну, наверное, где-то вот столько нам нужно провязать, чтобы потом начать убавлять эти петли, которые добавлены. То есть сейчас у нас по 3 изнаночные, нам нужно будет вернуться к одной, как было изначально. Продолжаем вязать по рисунку. Продолжаем вязать, вяжем снова жгутики.
Вяжу я не плотно, заметьте, чтобы было, ну, более нежно, что ли. Резинку только вязала поплотнее так, а здесь вытягиваю петли, свободно вяжу. Берет более на теплую погоду, можно сказать, не на мороз, хотя смотря какой у кого климат, можно и на небольшой мороз, там 1-2 градуса. А если из метро в метро скачем, так тем более. Вот получаются такие клинышки на изнаночной стороне из лицевых петель. И получилось, что я провязала так вот рисунком 8,5, ой, 9 сантиметров. И теперь в этом ряду, вернее сейчас он, ну да, в этом ряду можно в лицевом убавлять по 2 вместе, делать из 2 изнаночных. Кромочная. По рисунку делаем жгутики. Раз. И вторую с третьей провязываем вместе 1 изнаночной. Далее опять по рисунку. Изнаночный ряд провязали по рисунку снова без изменений. Лицевой снова вяжем по рисунку без изменений. А в следующем изнаночном ряду мы также убавим еще раз 1 изнаночную петлю, вот эту провяжем 2 вместе, вернее не в изнаночном, а в лицевом, следующем лицевом ряду. То есть сейчас мы все делаем без изменения. В следующем лицевом ряду изнаночный также провяжем без изменения, а в лицевом сделаем убавление вот этих 2 изнаночных в 1 изнаночную. Итак, следующий лицевой ряд мы снова убавляем 2 вместе. Из 2 изнаночных делаем 1. То есть в предыдущем ряду лицевом мы ничего не делали, а еще ранее в лицевом ряду мы добавляли, то есть убавляли 1 петелечку. Кромочная. По рисунку вяжем жгутики. Провязываем 2 вместе 1 изнаночной петлей. И этот ряд нам нужно весь выполнить таким образом. Этот клинышек из изнаночных рядов, вернее петель, он у нас расширился и теперь убавляется. Следующий лицевой ряд мы ничего не делаем, вяжем просто по рисунку без изменений. То есть в предыдущем ряду мы сделали убавление
из 2 изнаночных петель вывязали 1. И сейчас мы просто ее провяжем без изменения. Следующий лицевой ряд снова не вводим ничего, повторяем все по рисунку. То есть это получается у нас второй ряд лицевой, в котором мы ничего не делаем. То есть после того, как мы убрали 2 вместе изнаночные, мы провязали 2 ряда лицевых без изменения. Это 3-й ряд, тоже без изменений. Сейчас я могу вот сказать, сколько у меня здесь длины. Рисунка порядка 13 сантиметров. Вместе с резинкой почти, с резинкой почти 20. Итак, мы, значит, без изменения провязали. Вот, если считать вот эти вот смещения, вот их 3, без изменения. И теперь будем в этом ряду лицевом вязать следующее. Значит, здесь вяжем все как по рисунку, жгутик. А этот жгутик нам нужно сделать таким образом. Значит, как обычно, берем эту петлю и перехватываем еще одну эту изнаночную и провязываем их вместе. А теперь вот эту первую. Вот так мы уберем одну изнаночную петлю между жгутами. Захватываем и изнаночную. Вот они у нас сблизились. Я провязала 2 лицевых ряда, когда у нас уже нет изнаночной между этими рядами жгутиков. И сейчас можно поанализировать, что у нас получается. Соберем таким образом, как это у нас будет примерно. Вот, видим, что берет прорисовывается уже. Вот. И можно понять, сколько еще нужно вязать до макушки. То есть будем считать, что вот здесь макушечка, центр, да, и тогда замеряем вот это расстояние, вот, порядка 16 сантиметров пополам, то есть нам нужно провязать еще около 8 сантиметров. Тогда замеряем еще, сколько у нас уже провязано рисунком. Вот. 13. Ну вот еще нам нужно 8, то есть всего должно получиться по высоте 21. Сейчас я провяжу еще 2 сантиметра, продолжая также без изнаночных между. В общем, ничего сейчас менять не будем, просто еще сделаем, вот, скорее всего, 1, 2, 3 лицевых ряда. Я провязала эти ряды. Всего получается, что без изнаночных у меня провязано 5 лицевых рядов, вместе с изнаночными 10. И теперь нам нужно
для завершения верха берета разделить все петли на секторы. Если посчитать вот эти полосы по 2, то у меня их ровно 20. Вот это очень хорошо делится на 5 секторов по 4 таких вот элемента. И в каждом секторе я буду удалять одну полоску из 2 петелек. Сейчас лицевой ряд. Первая кромочная, как обычно. Первую провязываем без изменения косичку, а вторую нужно будет, значит, первую петлю второй косичкой провязываем без изменения, а эту нужно провязать вместе с 2 последующими. То есть мы сразу ликвидируем одну косу. Вот так. Снова у нас получается одна косичка. То есть, этот сектор у нас снова повторяется без изменения. То есть мы сделали изменения только в начале. И 4 вот эти полосы провяжем без изменения. Так, 1, 2, 3, 4. Теперь начинается новый сектор из 4 таких же элементов. И снова я первую часть провязываю без изменения, а вторую часть, первую петлю провязываю, а следующую снимаю и провязываю вместе с 2 последующими, то есть 3 вместе одной лицевой. И это у нас получается первый элемент. То есть нужно все время проверять себя. 1, 2, 3, 4. Первый элемент. И довяжем еще 1, 2, 3 элемента этого сектора. Изнаночные ряды, как обычно, без изменения вяжем все петли по рисунку. У нас сейчас они все изнаночные. Следующий лицевой ряд. И видно, как вот в предыдущем ряду вот под эту дорожку ушла вот эта. А в этом ряду под эту же косичку идет следующие 2 петли. Так нужно будет вязать в каждом секторе. Первую косичку мы без изменения провязываем. А вторую косичку снова под вот эту петлю возьмем еще 2 следующие. Всего 3. Вот. Ну а дальше этот сектор довязываем без изменения до следующего сектора. Видно, что это косичка, которая под себя забрала вот эту вторую.
Значит, мы эту провязываем без изменения. Вернее, вот здесь мы уже должны взять следующие две. Вот так. Ну, дальше довязываем, как обычно, до следующего сектора. Следующий лицевой ряд. И снова нам нужно будет под вот эту косичку спрятать следующие 2 петли. И так нужно будет делать в каждом секторе. Первую вяжем без изменения. Вторую нам нужно уже провязать с 3. Вот здесь ушла под эту косичку, и это ушла под эту же косичку. Это у нас как направляющая остается. Ну а далее этот сектор довязываем без изменения до конца. А этот уже новый сектор. Снова делаем то же самое. Под эту косичку нам нужно убрать еще 2 петельки. Следующий лицевой ряд повторяем. Первую провязываем без изменения косичку. А эта косичка у нас как направляющая, да. Мы снова под эту вторую петельку берем еще следующие 2. Вот. Так и уходят эти потихонечку. И дальше также в каждом секторе провязываем. Следующий лицевой ряд. Видно, что под вот эту косу ушло 1, 2, 3 косички левее, которые находятся. В этом ряду будем убавлять немножко по-другому. Первую провязываю без изменения. Вторую провязываю, как вязали раньше, с 3. Следующую без изменения косичку, а эту снова провяжем с 3. 3 петли вместе. Вот так будем чередовать. Одну вяжем без изменения косичку, а следующую три вместе. Забираем еще 2 петельки, то есть следующую косичку. Вот так. В следующем лицевом ряду провяжем все вот эти петелечки по 2 вместе. Это смотрит как у нас по рисунку туда, значит слева направо ее берем, а эту берем справа налево. И так будем чередовать до конца по 2 вместе.
изнаночный ряд провязали без изменения, все изнаночные, и в этом следующем лицевом ряду соберем все петельки через первую, перекинем все остальные петельки через первую петельку. Можно ее сделать чуть-чуть посвободнее, чтобы хватило. Так, вытянуть нитку. И теперь нужно закрепить эту ниточку в эту петельку, еще провязать одну петельку, и все. Теперь вот у нас получилось донышко. Вот такое донышко. И нам нужно теперь сшить крючком по кромочным петелечкам. Будем брать одну здесь и одну здесь, крайнюю вот эту петельку, каждую, с этой стороны и с этой стороны. Вот сшила я берет. Вот и все. Работа готова. Если вам понравилось, этот берет понравился, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. И ждите моих новых работ. Всего вам доброго, до встречи.